Всем привет! Тема рак — это та тема, которую мы уже покрывали неоднократно на нашем канале, но почти под каждым видео есть один и тот же вопрос или сразу несколько вопросов. А возможно ли делать векторизацию, формировать эмбеддинги локально? Возможно ли держать нашу базу данных, векторную базу данных локально? Возможно ли все нейронки запускать локально, возможно ли N8N делать локально, каким образом все это делать прямо на моей машине абсолютно бесплатно. И сегодня мы шаг за шагом, даже если вы никогда этого не делали раньше, пройдем процесс разворачивания N8N, Supabase, нейронок локально, полностью на вашем компьютере. Все это будет работать даже без интернета. Цена использования нейронок будет 0. По сути, ваша стоимость — это стоимость электричества, которое вы используете. Помимо этого, раз у нас все работает локально, мы с вами научимся работать с локальной файловой системой, забирать тексты из наших файлов, удалять записи из локальной Supabase, векторизовать все данные в локальных таблицах для эмбеддингов, общаться с нашими данными на основе локальных нейронок, Alamy. И все это будет крутиться прямо у нас на локал-хосте. Ну что, погнали! Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, ставьте колокольчик, потому что так работают алгоритмы YouTube. И так больше людей узнают много новых полезных знаний. Важный нюанс: мы не будем использовать вот эти монструозные пакеты, которые мы использовали в наших предыдущих видео для того, чтобы развернуть вообще все для нашего EE-стека. Мы будем идти ровно так же, как если бы мы мыслили как начинающие люди, которые интересуются искусственным интеллектом и как это все запускать на собственной машине. Окей, мне точно нужны автоматизации, low-code, да, я хочу построить, наверное, их на N8N, прямо отдельно поставим N8N. Окей, мне нужно где-то хранить мои данные, мои эмбеддинги и те данные, с которыми я работаю в своих автоматизациях. Хорошо, мне нужен Postgres, мне, наверное, нужна Supabase. Окей, а если я хочу нейронки все иметь у себя на локальном компьютере? Хорошо, мне, наверное, нужна Alamy. То есть прямо шаг по шагам, не будем прям пытаться сразу все покрыть, а пошагово пройдем по процессу и в конце получим 100% рабочий вариант, который точно будет работать у вас на компьютере. Мы все будем разворачивать в докере, да, мы это уже делали с вами и обсуждали в других видео, когда мы разворачивали N8N на виртуальных машинах. Это просто очень удобно. Мы не будем тратить много времени и говорить, что такое докер, да, нам просто он нужен на нашей локальной машине. Мы прям гуглим докер, да, заходим на docker.com и здесь нажимаем скачать докер для десктоп, да, в зависимости от того, какая у вас система, скачиваете вашу версию докера и запускаете докер. Вот я только что запустил свой докер, он у вас будет выглядеть точно так же. У вас здесь будет вкладка с контейнерами, то есть наше пространство, где будут крутиться наши приложения. У вас будет вкладка с образами, да, то есть это слепок вашего приложения, который мы будем запускать как раз в контейнерах. Важный нюанс: вот эта инструкция, она только для вашей локальной машины. Мы будем пропускать некоторые важные шаги, которые требуются для того, чтобы это все работало безопасно на виртуальной, удаленной машине. И вот эти шаги мы обсуждали в одном из прошлых видео. Вот если вам нужен такой вариант, вы где-то хотите запускать вашу автоматизацию, сходите на соседнее видео и посмотрите, как это делается правильно. Для локальной машины можно будет пропускать какие-то аспекты, потому что мы знаем, что никто, кроме нас, не будет иметь доступ к нашим контейнерам, к нашим образам. Никто больше не будет пользоваться нашей автоматизацией. Это очень важно. Так, помимо докера нам понадобится какая-то папка на нашем локальном диске и терминал, который открыт в этой папке. Мы сейчас прямо с вами все это сделаем. Вот я только что создал папочку, которая называется AI, где-то у себя на локальном драйве. И теперь мне нужно запустить терминал в этой папке. Как запустить терминал в зависимости от вашей операционной системы? Вы используете ваш способ. Покажу некоторые способы, которые всегда легко осуществить. Обязательно себе установите какую-то среду разработки. Это может быть VS Code, это может быть Cursor, это может быть Windsurf, это может быть любая другая среда разработки. Потому что в любом случае, если мы с вами занимаемся искусственным интеллектом, в будущем нам понадобится чуть-чуть пописать кода, довольно простого, но для того, чтобы мы прямо могли гибко настраивать наши процессы автоматизации. Вот у меня есть мой курсор. Здесь я нажму «Открыть проект». Прямо выберу папочку, которую я только что создал, которая называется AI. Она совершенно пустая. Открываем эту папочку и видим совершенно пустой экран. Нам, в принципе, это и нужно. Нажимаем кнопочку «Терминал», новый терминал. И мы видим, что наш терминал запустился именно в нашей папке,
папки, в которую мы хотели попасть. Отлично. Мы практически готовы к тому, чтобы начинать устанавливать различные локальные сервисы на нашу машину. Первое, с чего мы думаем, да, наверное, мы думаем про автоматизации, но на самом деле я всегда предлагаю начинать с базы данных. То есть хорошо, нам нужна база данных, которая будет работать прямо на нашем компьютере. Мы хотим использовать Supabase, мы любим Supabase. Это тот же Postgres, но уже с векторными расширениями поставленными туда. Работает прекрасно как для эмбеддингов векторизации, так и для реляционных данных. Каким образом мы хотим себе поставить Supabase? Мы прямо не будем ничего выдумывать с вами. Вернемся в наш браузер и так и напишем Supabase Docker. Отлично. Первая же ссылка будет называться Self-Hosting with Docker, Supabase Docs. Здесь прямо расписано, каким образом нам установить нашу Supabase и развернуть это в докере. Более того, тут есть конкретный скрипт, который нужно запустить в нашем терминале для того, чтобы все заработало. Важный поворотный момент. Если вы прочитаете, что тут написано, да, мы клонируем какой-то репозиторий, мы переходим в папочку проекта, мы копируем различные файлы, и потом мы копируем наш фейковый .env example в .env. Что значит фейковый? Supabase позаботились о нас и наполнили некоторые переменные окружения, которые нужны для того, чтобы функционировала Supabase, тестовыми данными. Да, они позволят вашей Supabase функционировать, но вы должны понимать, что эти данные будут ровно такие же, как у любого другого человека, который поставит Supabase себе с помощью этой инструкции. Если вы запускаете Supabase локально, вы можете оставить эти данные без изменений, но только лишь в этом случае. Если вы запускаетесь где-то на удаленном сервере, и у вас Supabase будет доступен извне, из интернета, вы должны будете поменять все переменные окружения, которые здесь есть в .env.example. Как это делается? Мы это делали 2 видео назад. Обязательно идите туда, если вы разворачиваетесь на вашем удаленном сервере. Если вы разворачиваетесь на вашей локальной машине, и никто к ней кроме вас не имеет доступа, можем оставить все как есть, только лишь в этом случае. Поэтому мы, не мудрствуя лукаво, забираем весь этот код, возвращаемся в наш терминал, вставляем, нажимаем Enter. И у нас началась установка нашей Supabase. Это прекрасно. Как только процесс закончится, я к вам вернусь. Так, ну что, наш процесс только что завершился, да, то есть мы затянули все нужные нам пакеты, и мы видим, что все, что нам нужно от Supabase, в состоянии либо healthy, либо started, то есть выглядит все хорошо. Идем в докер, проверяем. Так, интересно, у нас в докере появились образы, которые соответствуют Supabase, и более того, у нас появились контейнеры, которые соответствуют Supabase. Выглядит все более чем хорошо, правильно? Пока не будем опережать события, не будем уже пробовать залогиниться в наш дашборд Supabase. Давайте попробуем доустановить все, что нам еще пригодится дальше. Мы точно хотим N8N, да? Все ради этого же делается. Процесс похожий. Пишем N8N Docker, заходим на первую же попавшуюся ссылку. Отлично, у нас Docker Installation. И вообще тут самая простая вещь, которую мы видели, да? Всего лишь нужно запустить, создать диск для этого докера, запустить сам докер. Поэтому мы прям берем, запускаем первую команду, создаем диск, идем обратно в терминал и запускаем создание диска. После этого возвращаемся и хотим запустить вот эту команду, то есть мы уже запускаем докер. Здесь есть пару нюансов. Мне лично эта команда не совсем подходит. Я сделаю чуть-чуть другую команду. Эту команду вы сможете найти в телеграм-канале, который будет прикреплен, он абсолютно бесплатный. Мы там собираем все важные штуки, все важные автоматизации, которые мы строим в YouTube-видео. Очень важный нюанс. Если вы в какой-то момент сейчас почувствуете, что вы потеряли, что сложно, у нас есть отдельная группа, про-группа, в которой мы разбираем важнейшие технические нюансы. У нас там есть и новички, продвинутые энтузиасты, которые строят свои автоматизации. В этой группе мы обсуждаем эти автоматизации. В этой группе присутствую лично я и отвечаю на вопросы. И самое важное, в этой группе вы можете найти данные, информацию, которую искать будете очень долго. Поэтому обязательно присоединяйтесь к нашей бесплатной группе, чтобы забрать все бесплатные материалы. И обязательно запрыгивайте в про-группу. Там просто очень круто. Погнали дальше. Я запускаю несколько другую команду, да, она очень похожа. Я запускаю наш N8N на портах. Я создаю диск для этой N8N. И самое важное, я создаю локальную папку, которая нам сильно пригодится в будущем. Чуть-чуть позже мы это увидим. Запускаем. Это также займет некоторое время. Я к вам вернусь, когда процесс закончится. Так, ну что, процесс только что закончился. Идем в докер, проверяем. Прекрасно. У нас запустился еще один контейнер, который называется N8N, и он доступен по порту 5678. Выглядит, вообще говоря, уже обнадеживающе. И опять же, мы сейчас не пойдем это тестировать. Еще установим одну вещь. Нам же хочется векторизовать самостоятельно, без использования внешних нейронок,
абсолютно бесплатно наши данные для того, чтобы потом организовывать агентов, которые используют эти данные как контекст, правильно? Для этого нам нужно развернуть среду, в которой могут крутиться локальные нейронки. Это Allama. Процесс мы уже с вами выучили. Все начинается через простейший гуглинг. Так и пишем Allama Docker. Отлично. Здесь есть ссылка, которая ведет прямо на сайт Allamы. И тут прям все расписано. Помните, мы в прошлый раз уже обсуждали, что в зависимости от того, какая у вас машина, если у вас видеокарты, какой у вас процессор, вы должны будете запускать по-разному Allamу, потому что вот, например, у меня Mac. И здесь, в принципе, можно крутить нейронки только силами процессора. Здесь нельзя использовать мощности графической карты для того, чтобы крутились наши нейронки. Поэтому я выберу себе прямо команду CPU Only. Вы в зависимости от того, если вы счастливчик и у вас есть графические карты, да, выбирайте все другие опции. Моя опция вот эта. Опять же, процесс знаком. Возвращаемся в терминал, вставляем, запускаем. Так, ну что, процесс только что завершился. Должно все работать. Открываем наш докер. Отлично, смотрите. И теперь у нас крутится контейнер с Allamой. Он up and running, и вроде как все хорошо. Ну и наконец настает то самое время, когда, пора бы нам вообще потестировать, что у нас получилось, да? А давайте попробуем зайти в дашборд Supabase на нашем локальном хосте. Давайте попробуем залогиниться в nVosiman на нашем локальном хосте. Давайте попробуем туда подключить Allamу и какие-нибудь нейронки. Чтобы понять, как это делается, давайте откроем обратно нашу инструкцию для Supabase, да? В принципе, сказано, что Supabase Studio, графический интерфейс для Supabase, должен крутиться на localhost 8000. Открываем. У нас открывается Supabase. Важный момент. Как мы узнаем креды, да? Каким образом мы прямо логинимся в наш Supabase? Помните, мы с вами говорили про то, как же важно правильно заполнить .env, да, прежде чем мы разворачивали, в принципе, Supabase. И мы с вами развернули .env просто в умолчательном состоянии. Я просто это не устану повторять. Если вы разворачиваетесь на внешнем сервере, обязательно посмотрите наши прошлые видео, как правильно редактировать этот файл. Так как мы развернулись локально, то этот файл сохранен в виде, прямо в котором нам предоставили его разработчики. Поэтому мы можем пользоваться прямо кредами, которые здесь прописаны. Нас интересует дашборд username. Да, это Supabase написано. Пробуем. Вставляем Supabase. Дашборд password. Копируем. Вставляем sign in. И мы попали в нашу локальную Supabase, которая работает на нашем локальном компьютере. То есть мы можем пойти в Table Editor, увидеть, что тут есть возможность создавать таблицы, тут есть SQL Editor. Все ровно то же самое, к чему мы привыкли в облачный Supabase, только на нашем локальном компьютере. Это ли не прекрасно? Пробуем логиниться в nVosiman. Переходим в документацию. Мы видим, что как только вы запустились, у вас все должно работать на порте 5678. Открываем этот порт, и мы попадаем в наш nVosiman. Я уже запускал его, поэтому у меня здесь есть какой-то workspace. Но когда вы пройдете вот по этому адресу localhost port 5678, вы попадете в интерфейс создания вашего аккаунта. Вы просто вбиваете ваши креды, нажимаете Create и попадаете внутрь вашего локального nVosiman. После этого вы можете создавать все автоматизации прямо на вашем компьютере, которые вам нужны. А давайте прямо сейчас попробуем это сделать. Ведь нас Supabase, по сути, и Allama интересует в разрезе привязки к нашим автоматизациям на nVosiman. Поэтому с вами нажмем Create Workflow. И давайте попробуем прямо самый простейший workflow, когда у нас есть какой-то чат-триггер, да, запустили. Все добавляем какого-то агента. И к этому агенту мы теперь хотим добавить модель, но на нашем локальном компьютере, который крутится, и memory из Supabase базы, точнее из Postgres базы, которая также сейчас крутится на нашем локальном компьютере. Давайте прямо попробуем добавить модель. Обратите внимание, все, что вы видите здесь, все ноды, это ноды, которые будут выходить вовне вашего localhost и стучаться во внешние серверы для того, чтобы коммуницировать с моделями. Нас интересует именно Allama, да, не путайте, прямо вы выбираете Allama, проваливаетесь вовнутрь, и теперь нам нужно создать креды, да. Начинается самое интересное, потому что в массе комментариев под предыдущими видео пишут, ты показываешь, как установить это все, да, но самые же нюансы кроются в том, как это внутри все настроить, как это сделать так, чтобы между собой все работало. Прямо сейчас мы это с вами сделаем. Процесс очень похож, да, нам нужно создать новые креды. Какой правильный URL к нашей Allame? Здесь по умолчанию заполнен localhost 11434. А давайте проверим, где у нас крутится Allama. Она как раз на этом порту и крутится. То есть, по идее, все должно работать. Нажимаем Save.
ничего не работает. Потому что вместо localhost мы должны написать allama, нажать retry, и тоже ничего не сработает. Это заняло у меня какое-то время, чтобы поразбираться когда-то, да, и настроить все правильно. Но в чем прикол? Сейчас, если мы откроем Docker, то мы видим, что у нас все наши сервисы крутятся в разных контейнерах. То есть, по сути, они не видят друг друга и порты друг друга. Один способ — запустить это все в одном контейнере, да, например, как мы делали когда-то вот на нашем внешнем сервере, да. Другой способ — создать единый нетворк для них, для того, чтобы в рамках этого нетворка они видели порты друг друга, контейнеры друг друга и могли коммуницировать между собой. Соответственно, Docker это позволяет сделать. Нам нужно либо создать какой-то готовый нетворк, либо использовать нетворк, который уже, например, сейчас крутится в нашем контейнере. Что мы делаем? Каким образом мы узнаем, какие нетворки у нас уже есть? Возвращаемся в наш терминал и пишем команду docker network ls. О, смотрите, у нас уже есть несколько нетворков, да, bridge, host, my network, non и supabase default. Supabase Default — тот нетворк, который создал контейнер Supabase, чтобы все его сервисы между собой хорошо коммуницировали. В принципе, для наших локальных нужд я не вижу ничего страшного в том, чтобы прямо в этот нетворк Supabase добавить и нашу Alama, и наш N8N. Таким образом, они будут все видеть друг друга, коммуницировать друг с другом без проблем. Давайте прямо это попробуем сделать. Итак, нам нужна команда docker network connect supabase default N8N, docker network connect supabase default allama. Мы оба наших контейнера подсоединяем к нашему нетворку от Supabase. Вроде как все получилось, никаких ошибок не увидели. Возвращаемся обратно в нашу автоматизацию N8N. Так, а давайте еще раз попробуем. Все заработало. Зеленый свет. Это значит, что теперь наши контейнеры видят друг друга и могут коммуницировать друг с другом. Это нас устраивает. Это просто прекрасно. Сейв. И вообще говоря, если мы сейчас переоткроем, мы видим, здесь уже есть две каких-то сети. Потому что я чуть-чуть читерил, да, я до этого поставил, пока ждал, пока другие сервисы устанавливаются, какие-то сети. Но сейчас мы прямо посмотрим, каким образом это делается. Что нас интересует в Alame в первую очередь? Нас интересует возможность векторизовать данные, потому что мы сейчас с этим будем много работать, и коммуницировать с нашим агентом через нейронку, которая крутится на нашей машине. Да, идем в модели. Я всегда советую ставить, смотрите, для эмбеддингов здесь есть модель Nomic Embed Text. Что мы делаем? Тут прямо прописана команда allama pool Nomic Embed Text. Забираем эту команду, возвращаемся в Docker, проваливаемся в контейнер с Alama, и здесь есть вкладка exec. Здесь пишем Allama pool nomic embed text. Начинается пулинг, да? Так как он у меня уже затянут, соответственно, все произошло очень быстро. У вас потребуется какое-то время, чтобы именно эту модель затянуть. Сразу же после этого она станет доступной в N8N. То же самое, да, вы выбираете себе какие-то модели, которые потянет ваша машина, да, я себе поставил еще Lamу 3.2 или 3.3, я уже не помню, или 4. Вот, выбираете, да, обязательно обращайте внимание, что когда вы выбираете, например, какие-то огромные модели, во-первых, они весят, да, очень много, а во-вторых, скорее всего, если у вас конфигурация компьютера недостаточная, они просто у вас не будут работать, да, забирайте команду, только Allama Pool, да, забирайте конкретную версию нейронки, которая вам нужна, возвращайтесь сюда, вставляете, ваши модели тянутся. Ну что, настало время устроить нам гранд-тест, да? У нас тут выбрана Allama 3.2, да? То есть, по сути, мы можем попытаться уже что-то спросить. Давайте. Так, смотрите, как выполняется наш агент. И он сейчас задействует нашу локальную нейронку. Выглядит это прекрасно. Мы платим сейчас 0 за это, только за электричество. Не выходим в интернет, все работает прямо у нас локально на нашей машине. И у нас есть ответ: привет, я всего лишь языковая модель, и у меня нету эмоций, ничего. То есть мы только что покоммуницировали с нашей нейронкой прямо внутри нашего компьютера, не выходя никуда за пределы. Я знаю, многие из вас сейчас этому обрадовались, насколько же это важно. А что если мы хотим сюда добавить еще и память, нашу Postgres базу, да, которая есть в составе нашей Supabase? Хорошо, давайте делать. Да, выбираем здесь память. Postgres, Chat Memory. И, конечно же, нам нужно создать креды для этого. Нажимаем «Создать новые креды». Так, хост. Откуда мы берем все эти данные? Мы же как бы коннектимся не к внешней базе, да? Она у нас крутится прямо на компьютере. Поэтому нам надо вернуться в терминал, в наш любимый .env файл, да, то есть наше переменное окружение. И смотрите, здесь есть отдельные переменные для Postgres хоста, да, вернее для Postgres базы. Смотрите, здесь есть хост, есть здесь database, здесь порт, а это именно то, что нам нужно, да. Так, берем хост, возвращаемся, хост, соответственно, у нас DB, слушаемся, да, database Postgres, да, забрали, оно у нас тут есть, user Postgres оставляем, default user Postgres, да.
Порт 5432, проверяем. Да, 5432. И самое важное, откуда же мы берем пароль? Да пароль-то в том-то и дело, что пароль тоже есть, да? Postgres Password. Вот он наш супер секретный и длинный Postgres Password. Не устану повторять. Никогда не используйте этот подход для вашего виртуального сервера где-то вовне. Вы всегда должны заменить все переменные окружения, которые представлены в этом файле в соответствии с инструкциями, которые были пару видео назад. Вы прямо должны все изменить, иначе вы рискуете очень сильно. Но сейчас мы забираем наш password, вставляем, save, все зеленое. Должно все заработать, да? То есть мы подключали чат триггер, N8N чат history. Давайте прямо попытаемся залететь, да? Table editor. Так, нет у нас тут таблиц. Но по идее, мы же помним, как работает нода агентская, да, по идее мы, если сейчас что-то спросим, он должен теперь уже прописать в эту базу session ID из чат триггера, да. Сколько тебе лет? Да, о, отлично, смотрите, он сходил сразу в базу, да. То есть мы можем ждать ответа, но по идее это означает, что если мы вернемся в нашу Supabase и обновимся, мы уже увидим нашу новую таблицу, которая создана на нашем локал-хосте. Сейчас здесь появятся данные после того, как ассистент нам ответит. Смотрите, у нас появился human, how old are you, да? И смотрите, I was released to the public in 2023. Но это ли не прекрасно? По сути, у нас сейчас уже работает коммуникация с нашим агентом и сохранение памяти конверсации внутри нашей локальной базы данных. Представляете, что происходит? Это прям круто. Так, но мы-то теперь хотим, чтобы он еще отвечал на основе данных, которые мы в него загрузили. То есть мы хотим сделать RAG, причем локально, нашими локальными силами, нашего локального компьютера, без выхода в интернет. Поэтому, да, мы забираем ноду, которая называется Supabase Vector Store, и к ней подсоединяем эмбеддинги, ведь эмбеддинг-то, нет, OpenAI нам не пригодится, а ведь эмбеддинг, да, модель для эмбеддингов мы затянули, и она называется Nomic Embed Text Lattice, да, то есть мы добавили Alama, аккаунт тот же самый, и по сути, да, теперь мы хотим, давайте дадим ему имя, пока таблиц-то нету, да, подходящих, и кредов в принципе-то нету, да, каким образом настраиваются креды для нашей векторной базы данных. Это не то же самое, да. То есть так вот устроена Supabase, что мы не можем использовать те же самые креды, мы использовали для Postgres базы, да, нужно настроить чуть-чуть это иначе. Нажимаем Create New Credential и попадаем сюда. Каким же образом выбрать хост? Это штука, которая тоже потрепала мне немножечко нервов, поэтому сэкономлю вам прямо несколько часов этой же нервотрепки и подскажу хост, как правильно прописать его, чтобы он коммуницировал с вашей локальной базой данных. Здесь нам нужно HTTP, host docker internal 8000. Это именно тот порт, на котором крутится наша Supabase. Откуда мы берем сервис Role Secret? Возвращаемся в наш терминал, возвращаемся в наш любимый .env файл. Видим, что здесь есть умолчательный сервис Role Secret. Да? В 1000 раз повторю, это не тот Role Secret, который должен быть у вас, если вы идете в паблик и запускаете ваш сервис публично. Это годится только для тестовых нужд для вашего локал-хоста. Никогда не разворачивайте это на внешних серверах. Я имею в виду с этим паролем, да. В прошлой инструкции есть информация о том, как менять правильно и генерировать эти секретные ключи. Возвращаемся в нашу Supabase, прокидываем сюда secret и нажимаем save. Connection tested successfully. То есть отлично. Теперь мы еще подсоединились к нашей векторной Supabase, что нас, конечно же, не может не радовать. Мы уже даже видим табличку, да, у нас есть одна табличка N8N Chat History. Каким образом мы сюда хотим добавить векторную таблицу, да? Мы это с вами уже делали, да, в некоторых видео. Сделаем быстренько очень. Я не буду объяснять в нюансах. Мы идем в документацию, мы переходим на Supabase. И здесь есть страничка, которая называется LangChain. Здесь есть SQL, который нам нужно запустить в нашей Supabase для того, чтобы создалась база документы и к ней еще функция Match Documents для того, чтобы искать по эмбеддингам правильно наши данные. Идем обратно в нашу Supabase локальную, нажимаем SQL Editor. Да, вставляем сюда. Важнейший нюанс. Наша модель ожидает размер вектора не 1536, а максимум 768. Обязательно мы меняем на 768, иначе у вас просто модель отплюнет вас, когда вы будете пытаться ее использовать. Все остальное мы уже с вами делали. Обязательно посмотрите видео, что это все значит, что это за сиквел, да. Запускаем. Success. Это значит, что если мы перейдем в Table Editor, у нас появилась таблица документы, которые готовы принимать наши векторы и отдавать результаты поиска по векторной базе. Так, возвращаемся, да, соответственно, давайте попробуем переоткрыть. Так, у нас появилась наша таблица документы. Вообще говоря, мы готовы отсюда уже что-то читать, да. Но вопрос, что мы будем отсюда читать, если мы еще
ничего не векторизовали. И здесь мы подходим к очень интересной теме, каким образом мы будем работать с нашим N8N и локальными файлами на нашем компьютере. Помните, когда мы устанавливали себе N8N, я сказал, не забудьте про то, что мы хотим создать два диска, да, один для хранения данных N8N, а другую мы хотим открыть нашу локальную папочку, которая называется MyFiles, для нас, чтобы мы могли там хранить, например, какие-то файлы и читать их с помощью N8N. Где хранится эта папочка MyFiles? Зависит от вашей конфигурации. Я советую просто поискать поиском по вашему диску. Если не знаете, как быстро найти, точно найдете. Вот я в своей маковской файловой структуре нашел, он лежит здесь, MyFiles, да, я только что добавил сюда какой-то файлик, 1.txt, да, это нам понадобится в будущем. Почему это настолько важно, сделать такую вещь? Это значит, что для нашего N8N сейчас открыт некоторый локальный фолдер, в который могут лежать файлы, другие папки, которые мы можем векторизовать, да, не уходя в Google Drive, Яндекс.Диск, еще куда-то. Все прямо на нашем компе. Ну давайте пробовать, да. Есть такая нода, которая называется local file. Отлично, добавляем ее. И мы хотим отслеживать изменения, например, в какой-то папочке, да, на нашем локальном диске, да. То есть мы уже выяснили, что для нашего N8N, да, открыта вот эта папочка, да. Чтобы обратиться ко всем файлам внутри этой папочки, нельзя оставить здесь просто пусто, да. Здесь нужно прописать files, да, и определить, зачем мы следим. Да, мы хотим следить за добавлением файлов, за изменением файлов и за удалением файлов. Помните, мы уже с вами много говорили про RAG, да, и каким образом апдейтить, держать в актуальном состоянии базу в этом RAG, да. И вот это тоже краеугольная штука, потому что всю базу мы уже знаем, и теперь реализуем эту базу, но уже с нашими локальными файлами. Нам ничего не мешает сейчас нажать «Потестировать шаг» и посмотреть, а действительно ли N8N ожидает изменений в нашем файле, да. Например, напишем hello world. Нажмем сохранить. Так, у нас N8N только что отстрелила и говорит, произошел ивент, который называется change, и он произошел в папке, которая называется 1.txt. Прекрасно, то есть это ровно то, что нам нужно, да? Если мы нажмем, например, сейчас затестировать это все, да, и, например, добавим еще один файл, мы увидим, что появился еще один файл с ивентом add. То есть все работает прекрасно. Ну и тестируем последнее удаление, да, удаляем. Отлично, у нас пришел event unlink и файл, который мы только что удалили. Все работает просто как часы, нам это и нужно. Дальше мы добавим какую-то развилочку, да, например, мы хотим понимать, файл был добавлен, изменен, удален, потому что в зависимости от этого мы же хотим совершать манипуляции с нашей векторной базой данных, да, удалять релевантные записи или добавлять их, или изменять. Да, мы только что выяснили, что нам нужен event, и, допустим, мы хотим здесь реагировать на change. Мы уже знаем, что называется change, да. Соответственно, если change, тогда мы идем по веточке true, да, отлично. Давайте пробовать, тестируем. Отлично. Так как у нас был последний event unlink, мы пойдем по веточке false, да, если true. Смотрите, если вы хотите с этим разобраться плотнее, например, сделать развилки, которые прямо реагируют на разные события файлов и построить в зависимости от этого работу с вашей векторной базой данных, обязательно заходите в наш Pro-канал. Вот мы там такие прям технические нюансы, жесткие, которые готовы прямо для продакшена, обсуждаем, подтачиваем разные боты под ваши нужды, отвечаем на сложные технические вопросы. Все это прям там. Обязательно туда запрыгиваете. Вы точно там найдете массу крутейшей технической информации, которая вас прямо двинет вперед по тематике автоматизации и искусственного интеллекта. Сейчас мы отреагируем на событие change, да, соответственно, если это изменение файла, мы хотим сделать следующее. Мы хотим в нашей векторной базе данных удалить из нашей таблицы documents, да, в которой мы и так будем потом записывать векторизацию, удалить все записи, в которых есть в метаданных файл ID, который называется JSON Path. Что это такое? Зачем это делаем? Мы это обсуждали буквально пару видео назад, каким образом мы держим всегда в актуальном состоянии наш RAG. Вот обязательно посмотрите, там прямо объяснено, что это за фильтрация, да, что это за метаданные. Это краеугольная штука, в которой вы должны разобраться. Ну или опять же в нашей прогруппе прям залетайте, все это там по полочкам тоже разложено. Да, удаляем такие записи и дальше добавляем ноду, которая называется read-write files from disk, да. Соответственно, мы только что поняли, что мы работаем с нашим файлом, и мы хотим прочитать файл с этого диска, да. И сам путь к диску мы ведь знаем, да, потому что вот он у нас тут и лежит, да. Соответственно, мы захотим прочитать этот файл и извлечь из него данные, которые мы захотим векторизовать. Для этого тоже есть нода, называется extract from file, да. Extract from text file. Дата. Здесь мы прямо оставляем все без изменения. И дальше извлеченные данные мы уже можем завекторизовать для того,
чтобы впоследствии использовать это как долговременную память нашего ассистента. Нам нужен Supabase Vector Store, и мы хотим добавить документы в Vector Store, правильно же? В какую таблицу мы хотим добавить? В наши документы, да, здесь мы оставляем все по умолчанию. Подключаем нашу модель, а мы уже знаем, да, мы уже использовали нашу аламу для векторизации, соответственно, у нас есть соответствующая модель, которая позволяет векторизовать данные, да, и добавляем Data Loader, да, так как к нам уже приходит текст, и мы хотим добавлять метод данные в эти записи. Опять же, что сейчас мы делаем, да, почему это делаем? Мы прям точечно все это проговаривали в наших предыдущих видео. Обязательно посмотрите видео про обновляемый рак. Мы прямо сейчас переиспользуем концепты, которые мы там проговаривали, и добавляем текст-сплиттер. Да, добавляем character текст-сплиттер, оставляем здесь все как есть. Так, ну что, это выглядит таким образом, как будто бы, если мы сейчас что-то изменим в файле в заданной папке, то система должна сначала понять, что это был change, потом поискать в векторной базе данных записи, удалить соответствующие записи, которые соответствуют именно этому файлу, для того, чтобы держать актуальность, потом извлечь все данные, да, и потом векторизовать эти данные и записать это в таблицу Documents. Ну, давайте пробовать. Мы запускаем наш workflow, идем сюда, открываем файл, я, скажем, 185 сантиметров высотой, да. Пробуем сохранить это. Так. Пролетело все просто очень быстро. Давайте смотреть, что произошло. Так, он определил, что это change, все правильно. Он удалил все релевантные данные, которые были в таблице. Дальше что он сделал? Дальше он прочитал этот файл, да, и вот прямо контент этого файла. Дальше что он сделал? Дальше он извлек именно информацию, которая была в этом файле, и дальше он взял это все и векторизовал. И это произошло просто на нашем компьютере локальном, без выхода в интернет. То есть, если мы сейчас сюда пройдем, отлично, смотрите, у нас есть векторизованные данные, this is what you know about me. И дальше здесь есть наши метаданные, в которых записан файл ID. Это значит по-хорошему, что теперь наш агент уже может ориентироваться на эту информацию для того, чтобы отвечать на релевантные вопросы про нас. Давайте пробовать. Давайте обновим, новый Session ID сделаем. Ну и так мы спросим, как меня зовут. Так, и только что наша модель завершила работу. Посмотрите, что она задействовала. Она сходила в нашу базу данных, записала историю нашей переписки, потом обратилась в Supabase, достала чанк, где было указано мое имя, и ответила мне на основе этой информации. Еще раз, это все произошло прямо на нашей локальной машине, без выхода в интернет, бесплатно для нас. Мы не заплатили ни за нейронки, ни за хостинг, ни за что. На этом все. Я надеюсь, что после этой инструкции у вас прям получится запустить ваши локальные нейронки. Имейте в виду, что локальные нейронки с маленьким количеством параметров, они даже близко не стоят по своей точности ответов и наполненности информацией с нейронками коммерческими, поэтому вы, скорее всего, если поставите какие-то нейронки, вот как я поставил, вы будете получать очень низкого качества ответы. Для того, чтобы понять принцип, каким же образом все это работает у нас локально на компьютере, этого более чем достаточно. Поэтому обязательно пробуйте, напишите комментарий в YouTube, как у вас получилось, не получилось. Конкретно вот эта автоматизация N8N будет в моем бесплатном телеграм-канале. Заходите туда, забирайте. Прямо после этого здесь нажмете Import from File, загрузите и получите прямо эту же автоматизацию. И обязательно заходите в нашу про-группу, проверяйте. Если вы хотите прям быстро развиваться в теме автоматизации искусственного интеллекта, я думаю, это лучшее место для вас. Всем пока!